Всем привет! Сегодня приготовим очень классное вкусное печенье, которое очень похоже на крекер. Рецепт бюджетный, готовится все очень просто и очень быстро. Желательно, чтобы все продукты были комнатной температуры. В качестве жидкости я буду сегодня использовать молоко, но можно использовать, например, кефир, либо добавить дополнительное яйцо, либо какой-нибудь сок. Один желток я сразу отделяю и будем смазывать печенье. Смешиваем одно целое яйцо и один белок. Добавляем щепотку соли, сахар, 1 чайную ложку ванильного сахара, либо щепотку ванилина, растительное масло без запаха и молоко. И хорошо все перемешиваем венчиком до объединения продуктов. По желанию можно добавить какие-нибудь специи. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, снова перемешаем. Постепенно просеиваем муку и замешиваем тесто. Муку добавляйте постепенно. Тесто должно получиться очень мягким, но при этом не липнущим к рукам. Долго вымешивать тесто не нужно, оно просто должно быть однородным. Все, тесто готово. У меня уходит 330 грамм муки. Добавьте сразу 250 и далее смотрите на консистенцию теста. Вот оно совершенно не липнет к рукам, но при этом очень мягкое. Половину печенья я сделаю с изюмом, а половину с кунжутом и маком. Изюм я заранее промыла и просушила бумажными полотенцами. Вы можете взять абсолютно любые наполнители на ваш вкус. Вы можете использовать, например, орехи, либо рубленый шоколад, либо какие-то другие сухофрукты. Духовка у меня уже разогревается на 180 градусов. Сначала тесто можно слегка растянуть. И теперь раскатываем скалкой. Тесто абсолютно не липнет, поэтому мукой его припылять не нужно. Чем тоньше раскатать, тем более хрустящим оно получится. Я раскатываю до толщины в 2-3 мм. Печенье можно вырезать формочками, но быстрее просто нарезать на произвольные сегменты. В желток я добавила 1 столовую ложку молока. И теперь хорошо смазываем всю поверхность печенья. Сверху можно провести вилкой, чтобы получился узор. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 10-15 минут, в зависимости от размера и толщины. Если хотите, чтобы печенье было внутри более мягким, тогда запекайте до слегка золотистого цвета. Если хотите, чтобы оно было более сухим, тогда запекайте чуть дольше. Либо можно оставить на минут 10 в выключенной духовке, чтобы оно немножко больше подсохло. Сразу из духовки оно еще будет мягеньким, но когда остынет, уже станет более плотным и хрустящим. Печенье получается очень вкусным, хрустящим. Оно мало сладкое, поэтому при желании добавляйте побольше сахара. Оно совсем не твердое, а именно такое приятно рассыпчатое и хрустящее. К чаю или кофе будет просто класс. Так что готовьте. Как я уже сказала, с наполнителями вы, конечно же, можете экспериментировать, и каждый раз будет получаться новый вкус печенья. Очень надеюсь, что такой рецепт вам понравится. Обязательно готовьте, пробуйте и пишите свои отзывы в комментариях. На сегодня у нас все. Готовьте с хорошим настроением, а мы желаем вам приятного чаепития.